А перед началом данного ролика предлагаю вам посетить канал Seagull. Парень делает интересные и залипательные реакции на всяческие аниме, мульты и даже сериалы. Сейчас вот, например, он смотрит наш любимый Черный Клевер. Как раз можете заценить реакцию на 167 и 168 серию. Регулярно выходит One Piece, о моем перерождении в слизь и магическая битва. А также на днях выйдут ролики по аниме Убийца Акаме. Так что рекомендую заглянуть к нему на канал. А если же вам всего этого будет мало, тогда ты всегда сможешь найти себе другой понравившийся тайтл. Благо плейлистов с анимками ну реально много, разгуляться можно прям на славу. Сегодня мы разберем 356-ю главу манги Черного Клевера, которая получилась просто офигенная. Юна продемонстрировал одно из того, что он достиг во время своих тренировок. Люциус в шоке, я тоже поражен. А хейтеры красавчика уже готовят свои ядерки. В общем, эмоции прям на высоте, так что давайте начнем данный разбор. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 356 глава манги Черного Клевера. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал и любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее оформление. Так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Антагонист манги наконец-то встретился лицом к лицу со своей последней целью, которую нужно уничтожить для сотворения нового мира без страданий. Увидев новое заклинание Юна, сумевшее полностью законтрить масштабную атаку ангелов, Люциус удостоверился, что его оппонент действительно силен, но по его словам всего этого будет недостаточно, чтобы остановить его мощную армию, которая теперь, спускаясь с небес, переходила в фазу ближнего боя. Все еще немного шокированные маги рыцарских орденов, но теперь воодушевленные таким финтом Юна, ринулись атаковать противника. Однако, даже применяя магические атаки различных стихий, это не оказывало совершенно никакого эффекта. Ангелы просто не почувствовали натиска людей. Их запас маны был все еще огромен. От осознания своей слабости большинство просто опускали руки. Сила и статус дворянина тут ничего не решала. Многие уже готовы были даже смириться со своей кончиной, ведь разница в уровне сил была налицо. Морис же не мог налюбоваться этой картиной. Ему было приятно за этим наблюдать, ведь те, кто сейчас оказывает сопротивление, отребья, которые разрушают этот мир, после своей смерти возродятся как ангелы-хранители нового порядка, став теми, кто приведет этот жестокий мир к истинному видению Люциуса, называя это рациональным использованием второсортного материала, который не вписалось в сотворение нового мира. То есть, по сути, то сопротивление, которое сейчас борется за свою жизнь и свободу, не удостоившись стать паладином, превратятся вот в это существо. Не, конечно, рациональное использование здесь прослеживается, но их участь будет поистине страшная. Ведь в отличие от паладинов, не имея ни собственной воли, ни разума, они будут рушить судьбы таких же, как и не людей, не способных себя защитить. Но были и те, кто, несмотря на свой страх, все еще стоял на ногах и пытался подбадривать своих напарников, говоря, что кем бы ни был противник, они должны бороться, ведь это их долг защищать свою страну и ее население. Сол так вообще не теряла боевой дух, даже стоя прямо перед врагом, готовящим мощную атаку. Ее не волновало, насколько силен был противник или то, насколько это будет безрассудно, поскольку она верила, что даже от таких простолюдинов, как она, будет толк. После чего, создав голема, она ринулась к ангелу, пытаясь предотвратить уничтожение людей. И каково же было ее удивление, когда она сумела выстоять, получив лишь незначительное повреждение конечности голема. Неужели ей удалось стать сильнее? Однако после в пространстве люди начали замечать появление множества магических фей. Как оказалось, все это было дело рук Юна
Юна Гринберриэла, который создал зону маны, комбинируя магию звезд с магией духа ветра, акцентирую не свою, а именно с магией Белл, создав одно из своих новых заклинаний под названием Неверленд, которое покрыло собой всю столицу Клевера и огромное пространство сверху. Это, конечно, не уровень Королевы Сердец Лапечки, но тоже впечатляет. Тут сразу видно, насколько сильно Юна углубился в тренировки своей магии звезд, ведь в этой зоне маны их было просто несчетное количество. А также можно сказать, что эволюционировал сам дух ветра Белл, ибо, как говорилось ранее, с ростом силы мага растет и сила стихийного духа. Ну а свойства этого заклинания просто поражают воображение, ибо теперь Юна может управлять потоками маны и, что самое главное, временем. То есть не за горами то самое ультимативное заклинание звездного ветра, о котором мы говорили в недавнем ролике. Неверленд, помимо вмешательства во время, также из-за управления потоками маны может усиливать магию союзников, а магию врагов наоборот делать слабее. Не, ну это прям комбинация магии Дамнатио и абсолютного пространства Зенона. Я впечатлен. Звездная магия действительно очень гибкая. Усилительный баф союзников и понижение силы противников очень помог смирившимся со своей участью рыцарям магов, которые теперь, имея действительно шанс на успех, готовы сражаться до последнего, защищая свою страну. Клаус, кстати, признал, что этот парень действительно достоин звания короля магов, ведь он сдержал свои слова и приверженность к цели, продемонстрировав свое стремление на деле. Но Люциус не стал ждать продолжения самовольства его строительного материала в лице людей и тут же отправился к Юна. В мгновение ока, оказавшись у своей цели, антагонист с ухмылкой заточил Гринберриэла в хроностазис, предвкушая свой вкус победы, ибо вырваться из этого заклинания магии времени невозможно, поскольку сейчас внутри хроностазиса время Гринберриэла стремительно течет вперед, и в скором времени тот начнет рассыпаться от разложения. Однако Юна, будто ничего и не было, спокойно оборачивается к противнику, говоря, что в Неверленде время не течет, ибо, как говорилось ранее, сейчас принц королевства Пик полностью контролирует потоки маны и времени внутри зоны маны, и теперь сильнейшая магия времени стала бесполезной игрушкой против Юна. Люциус огорчен такому исходу событий, говоря, что он ненавидит принца Гринберриэла, ведь этот ублюдок будто действительно был рожден, обладая магией и талантом, способным противостоять ему. Антагонисту было отвратительно это осознавать, но раз уж ход времени пошел в эту сторону, Люциусу ничего не оставалось, кроме как признать Юна своим естественным соперником. Вот только Гринберриэл был не согласен с ним, ибо его соперник — это Аста, силу которого он так сильно старается превзойти, но против антимагии это сделать очень трудно. После чего, создавая меч духа Зефира, Юна в мгновение ока контратакует противника, отсекая ему оленьи рога с правой стороны. Что же, Юна действительно впечатляющий, чего только стоит полный контроль над временем внутри пространства, которое полностью нивелирует магию времени Люциуса. Однако это наверняка лишь одно из того, что сумел научиться Гринберриэл за год и несколько месяцев, так что рекомендую все же посмотреть данный ролик. Я считаю, что Юна все же не удастся победить антагониста, сейчас по крайней мере, но заставить его отступить или отсрочить судный день до того, как в Клевер успеет прибыть Аста, вполне возможно. И интересно только, как долго Юна сможет поддерживать Неверленд активным, ибо хоть он и стал сильнее и источников маны у него аж 3 резерва, это магия звезд, магия ветра, которая принадлежит душе сына Лихта, а еще и эволюционировавшая Белл, но как долго ему удастся продержаться, ибо это заклинание явно жрет много маны. Ну а самое опасное, что может сделать Люциус, это с помощью своей магии души превратить Юна в паладина. Я просто не представляю, паладина с такой силищей, духом ветра, еще и с очищенной душой дьявола, просто никто и ничто не сможет победить. И единственным шансом для человечества сразить этого монстра будет только Аста. А что еще остается Люциусу, как не превратить Юна в паладина, если магия времени на него не работает? И мне бы очень не хотелось, чтобы это случилось, ведь персонаж мне нравится, а его невероятная сила и талант меня просто завораживают. Пишите свои мысли на этот счет, превратит ли Люциус Юна в паладина или нет, или быть может у него есть другой способ победить его. Мне будет интересно почитать ваши мысли. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев по поводу следующей роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка
подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.